Секретный сигнал посреди прямой трансляции способен подорвать спокойствие руководства гигантов мировой музыкальной индустрии. Узнайте правду о глубокой панике, охватившей штаб-квартиру HYBE сегодня вечером после того, как Чингук попал в объектив камеры, неожиданно передавая эмоциональный код Тэйону. Прежде чем мы углубимся в цепочку событий, которые вызвали бурю в поп-индустрии, обязательно поставьте лайк, оставьте свое мнение в комментариях, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить ни одной детали эксклюзивного расследования, которое мы будем постепенно представлять. Музыка. Вы когда-нибудь представляли, что простой жест рукой или один взгляд, длившийся на секунду дольше, чем нужно, могут изменить ход истории для компании с миллиардным оборотом? Что произойдет, если молчание человека превратится в самый громкий крик, когда-либо услышанный миллионами людей по всему миру? В ту ночь, под приглушенным светом студии, которая обычно является колыбелью сладких снов для фанатов, атмосфера внезапно превратилась в невидимое поле битвы, полное напряжение. Никто не ожидал, что обычное, контролируемое и спокойное общение в штаб-квартире HYBE вызовет массовую панику. Все началось с небольшой детали, ускользнувшей от пристального внимания съемочной группы, но замеченной зоркими глазами публики, жаждавшей узнать правду об отношениях двух мировых икон Чингука и Тэйона. В штаб-квартире HYBE в Йонсоне обычно царит порядок, а протоколы информационной безопасности почти не уступают военным объектам. Однако в те решающие часы, по сообщениям инсайдеров, ситуация была далека от контроля. Старшие сотрудники бегали по коридорам с бледными лицами, их телефоны не переставали трястись от звонков высшего руководства, требующего немедленных объяснений. Почему эмоциональный код вызвал волну паники такого масштаба? Скрытые подсказки начали появляться одна за другой, складывая сложную головоломку, включающую чувство, преданности границы индустрии, которая пытается сохранить безупречный имидж своих кумиров. Публика начала задаваться вопросом, не является ли это формой молчаливого бунта или давно похороненным признанием, которое наконец-то вырвалось наружу через небольшую трещину в стене корпоративной цензуры. С самого начала динамика отношений между Чингуком и Тэйоном всегда была в центре внимания, вызывая как жаркие споры, так и глубокое восхищение. Однако на этот раз произошло нечто гораздо большее, чем просто взаимодействие между участниками группы. В поведении Чингука есть что-то особенное, жест, который технически выглядит обычным для обывателя, но имеет глубокий смысл для тех, кто понимает язык тела и эмоциональную историю между ними. Код, кажется, является ключом к открытию ящика Пандоры, который был наглухо заперт руководством. В середине трансляции, когда внимание сосредоточено на Тэйоне, кадр с задней камеры запечатлевает неожиданную реакцию Чингука. Движение пальцев, образующее определенный узор, за которыми следует долгий, полный эмоциональной нагрузки вздох, словно он отправляет экстренное сообщение кому-то, кто находится рядом, но кажется очень далеким из-за ограничений профессионализма. Глубокий шок охватил фанатов, когда они начали анализировать видео в замедленном режиме. Они обнаружили, что код не является чем-то спонтанным, а представляет собой символ, появлявшийся в некоторых личных моментах из прошлого, которые просочились в сеть. Это уже не просто беспочвенные домыслы, а устойчивый узор. Паника в HYBE разразилась, когда хэштег, связанный с кодом, за считанные минуты возглавил глобальный тренд. Пиар-команда компании, обычно очень оперативная, на этот раз выглядела измотанной. Никакого сценария для ситуации, в которой один из их главных активов открыто демонстрирует такую специфическую и целенаправленную эмоциональную уязвимость, не было подготовлено. Неужели это признак того, что давление, с которым они сталкивались до сих пор, достигло точки насыщения? Или за кулисами происходит что-то более масштабное, что-то, связанное с трудными решениями, которые Чингуку и Тэйону предстоит принять относительно своего будущего? Любопытство общественности возросло, когда в СМИ начали появляться сообщения об экстренном совещании на верхнем этаже здания HYBE. Сообщается, что некоторым старшим менеджерам было поручено немедленно отключить все средства связи с участниками группы на некоторое время, чтобы разрядить ситуацию. Однако, музыка рис уже стал кашей. Этот эмоциональный код уже широко распространен и интерпретируется в тысячах различных теорий, но все сводятся к одному выводу – существуют связи, которые не может разорвать ни один трудовой договор.
Напряжение усилилось, когда Тэйон, обычно известный своим спокойствием и умением хорошо скрывать эмоции, отреагировал на код резкой сменой выражения лица. Его обычно сияющие глаза мгновенно потускнели, сменившись взглядом, полным понимания, но также и глубокого страха. Чего же они на самом деле боялись? Почему проявление привязанности или эмоциональной поддержки должно рассматриваться как угроза стабильности крупного агентства? В отраслевых кругах ходят слухи, что HYBE сейчас изо всех сил пытается контролировать ситуацию, чтобы она не переросла в скандал, наносящий ущерб акциям компании. Однако человеческие эмоции – это не переменные, которые можно рассчитать цифрами на бумаге. Вибрация в голосе Чингука, когда он пытался продолжить свою фразу после произнесения кода, указывала на сильное внутреннее потрясение. Словно он кричал о помощи, не произнося ни слова. Каждый его жест в тот вечер был наполнен визуальными метафорами, рассказывающими о тоске, защите и обещаниях, которые, возможно, знали только они двое. Весь мир прильнул к экранам, ожидая официального объяснения или долгого молчания, которое лишь подтвердит, что в глубине души скрывается нечто очень важное. Наблюдатели за индустрией развлечений начали анализировать долгосрочные последствия этого инцидента. Они увидели, что смелость Чингука, продемонстрировавшего свой кодекс чести под пристальным вниманием, была выражением его отношения к ситуации. Речь идет не только о Тёнге, но и о праве каждого из них, как людей, чувствовать и проявлять эмоции, не боясь последствий для карьеры. Однако в строго регламентированном мире К-поп подобные действия считаются серьезным нарушением протокола. HYBE, известная своими блестящими маркетинговыми стратегиями, теперь оказалась в моральной и деловой дилемме. Если они начнут жестко преследовать Чингука, они рискуют столкнуться с гневом очень преданной фанатской базы. Музыкой, однако, если они это допустят, это будет означать, что они создают лазейку для разрушения идеального имиджа, который они строили ценой триллионов. Музыка. Напряжение в студии той ночью ощущалось даже техническим персоналом за кулисами. Один из очевидцев, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что атмосфера внезапно похолодела вскоре после того, как Чингук сделал этот жест. Через наушник прозвучала внезапная инструкция оператору немедленно изменить ракурс съемки в другую сторону, но было уже слишком поздно. Музыка, запись сделана, отправлена и получена миром. Остается лишь тень того, что произойдет дальше. Будет ли это концом эры секретности? Или HYBE сможет заполнить этот пробел новой, более сильной историей? В умах всех, кто следил за развитием событий, начали возникать риторические вопросы. Какова цена эмоциональной честности на грандиозной сцене, полной притворства? Каждая секунда кажется часами тем, кто непосредственно участвовал в происходящем. Чингук стоит с высоко поднятой головой, хотя в его глазах видна сильная усталость. С другой стороны, Тэйон, похоже, пытается продемонстрировать свою власть своим присутствием, хотя и знает, что за каждым их шагом сейчас наблюдают тысячи глаз, готовых судить. Эмоциональный код был не просто приправой к истории, а проявлением долгого пути, полного слез и смеха, редко демонстрируемых публике. Музыка. Это скрытая подсказка к соглашению, которое они, возможно, заключили в одинокие ночи после окончания репетиций, обещание поддерживать друг друга, даже когда мир пытается разлучить их жесткими правилами. С наступлением ночи паника в HYBE не утихала. Напротив, ситуация обострилась, когда несколько источников упомянули, что Чингук отказался удалить загруженное видео, предположительно связанное с кодом. Эта смелость породила предположение о поддержке со стороны определенных лиц в руководстве, которые начали чувствовать, что старые методы больше неэффективны. Однако для руководителей, которых заботят только цифры, действия Чингука воспринимаются как угроза внутреннего саботажа. Сюрпризы следовали один за другим, делая поток новостей еще более напряженным. Люди начинают задаваться вопросом, каков же на самом деле полный смысл этого кода. Было ли это прощальное приветствие? Или это было объявление войны системе, которая сдерживала их годами? Эмоциональный аспект этой новости трогает сердце многих, потому что он отражает универсальную человеческую борьбу. За блеском сценических огней и дорогими костюмами скрываются два молодых человека, которые просто хотят, чтобы их поняли.
Чингук со всем своим талантом и популярностью остается человеком, которому необходимо глубоко общаться с теми, кому он доверяет. Когда он передал код Тэйону, он не думал об алгоритмах YouTube или трендах Twitter. Он говорил по душам перед миллионами людей, как будто весь мир принадлежал только им двоим. И именно это заставило HYBE запаниковать. Подлинность эмоций — это то, что они не могут сфабриковать или контролировать. Это было дико, честно и обладало силой тронуть массы так, как не смогла бы ни одна маркетинговая компания. Скрытые подсказки, разбросанные по всей трансляции, теперь являются предметом обсуждения на различных платформах социальных сетей. Эксперты по языку тела начали высказывать свои мнения, подтверждая подозрение, что действия Чингука были очень преднамеренными и рискованными. Они показывают, что слегка наклоненное в сторону Тэйона плечо Чингука и то, как он играет с кольцом на пальце, являются частью набора кодов. Это очень высокий уровень коммуникации, которого могут достичь только два человека, которые многое пережили вместе. Для компании, однако, это логистический и пиар-кошмар, который необходимо решить немедленно, до рассвета. До сих пор агентство не выпустило ни одного официального заявления, что еще больше усиливает сомнения и напряжение среди общественности. Это молчание фактически рассматривается как подтверждение того, что они действительно находятся в чрезвычайной ситуации. Музыка, каждая минута, прошедшая без разъяснений, дает простор для новых, более радикальных теорий. Некоторые говорят, что Чингук подготовил следующий шаг, который будет еще более неожиданным, в то время как другие опасаются, что он может подвергнуться серьезным санкциям, которые могут повлиять на деятельность группы в будущем. Однако одно несомненно — эмоциональный код изменил все. Не будет возврата к тем временам, когда все взаимодействия считались просто частью развлекательного сценария. Ситуация на местах показала, что фанаты начали собираться перед зданием агентства не для того, чтобы праздновать, а чтобы выразить моральную поддержку Чингуку и Тэйону. Музыка, они несут плакаты с надписью о том, что счастье участников на первом месте. Это явление показывает, насколько сильным может быть воздействие одного искреннего эмоционального поступка. HYBE сейчас имеет дело не только с внутренними проблемами, но и с массовыми движениями, требующими прозрачности и гуманности в индустрии. Музыка. Прислушаются ли компании к этим голосам или будут придерживаться старых холодных и жестких протоколов? Драма только начинается, и каждый снятый слой показывает все более сложную реальность. За закрытыми дверями здания Йонсон шли напряженные переговоры. Чингук и Тэйон, возможно, сейчас переживают самый сильный стресс в своей жизни, но эмоциональный код, выпущенный в мир, больше нельзя отозвать. Это правда, которая обрела собственные крылья и парит высоко над всеми правилами и ограничениями. Мир затаил дыхание, ожидая, что произойдет, когда наступит рассвет и тщательно скрываемые секреты начнут полностью раскрываться, принося с собой последствия, которые никто раньше не мог себе представить. Жуткая тишина окутала студию вскоре после того, как погасли индикаторы прямого эфира. Но за кулисами буря только начиналась. Если вы думаете, что то, что вы видите на стеклянном экране, это кульминация всего, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что то, что происходит за закрытыми дверями гримерной, это начало противостояния, которое навсегда изменит историю корейской индустрии развлечений. Как могла такая крупная компания, как HYBE, за которой следили тысячи глаз и ушей, поддаться влиянию простого жеста Чингука? Был ли это системный сбой в их управленческом протоколе, или Чингук спланировал это как неожиданное контрнаступление в ответ на давление, которое он испытывал? Внутренний источник, находившийся на месте событий, сообщил, что атмосфера в коридоре за кулисами мгновенно накалилась. Сотрудники, обычно занятые уборкой оборудования, внезапно замерли, когда старший менеджер поспешно подошел к Чингуку и Тэйону и приказал всем немедленно покинуть помещение. Не было ни улыбок, ни предисловий к успеху трансляции. Было лишь такое сильное напряжение, что казалось, его можно разрезать ножом. В разгар хаоса возникает большой вопрос, который не дает покоя всем. Что именно скрывается за эмоциональным кодом, который заставляет высшее руководство HYBE чувствовать себя настолько под угрозой?
Некоторые наблюдатели, углубляющиеся в историю взаимодействия этих двоих, начинают связывать воедино упущенные до сих пор моменты. Этот код, движение пальцев, надавливающих на запястье по определенной схеме, предположительно, был сигналом, о котором они когда-то говорили в старом интервью, почти забытым общественностью, но не ими самими. Сигнал означает «я здесь». Не бойтесь. Очень личное послание, но теперь оно оказалось в водовороте глобального общественного мнения. Настоящий сюрприз заключается не в самом движении, а во времени и контексте, в котором оно осуществляется. Чингук выбрал момент, когда спекуляции о будущем их контракта и внутреннее давление в компании достигли критической точки. Это уже не просто драматический ход, а заявление о суверенитете над собственными чувствами перед лицом бездушной промышленной машины. Паника в руководстве HYBE усилилась, когда до совета директоров начали поступать сообщения о резком падении цен на акции. Хотя может показаться невероятным, что эмоциональный жест может повлиять на рыночную стоимость, в мире К-поп восприятие решает все.